Рычаг длиной 60 см находится в равновесии. Какая сила приложена в точке 1? Длина рычага 60 см всего, или равно 60 см. Это весь рычаг. Это 60 сантиметров. Каждая вот эта часть на шеста, каждая из них будет по 10 сантиметров. Напишем это как большое 60 сантиметров, а L это будет каждая вот этих кусочков L. И здесь то же самое будет равно 10 сантиметров. В этой точке приложена сила 2 ньютона. Нужно определить, какая сила будет приложена в точке 1. Вот в этой точке. Давайте посмотрим, как работает момент силы P. Момент силы P равен произведению силы на плечо, и он направлен в эту сторону. Для того, чтобы рычаг находился в равновесии, необходимо компенсировать это направление момента в эту сторону. Если мы берем это направление за положительной часовой стрелкой, то направление силы F должно быть против часовой стрелки, отрицательной. Сила F должна быть направлена вот в эту сторону. Если рычаг находится в равновесии, сумма действующих всех векторных сил, если мы сложим, результирующее значение сил будет равна нулю. Чем она здесь компенсируется? Давайте посмотрим. Есть одна сила, которая действует вверх, есть одна сила, которая действует вниз. Какая-то сила будет реакцией, действует на точке подвеса рычага, обозначим ее R. Векторная сумма всех сил, можем сказать, плюс F и плюс P, должна быть равна нулю согласно первому закону Ньютона, потому что рычаг находится в равновесии, в покое. Кроме того, что мы видим о том, что он находится в равновесии, кроме этого еще сумма моментов всех действующих сил тоже должна быть равна нулю. Векторная сумма моментов должна быть равна нулю. Есть один момент силы, который направлен по часовой стрелке, это обозначим его как момент силы P. Вот он будет равен чему? Будет равен весу P умножить на L маленькое расстояние. И против этого момента действует в противоположном направлении момент силы F. Чему он равен F, то множится на какое здесь будет плечо. Вот плечо будет F. На 3L. И для того, чтобы рычаг никуда не двигался, поскольку рычаг считается невесомым, можем приравнять модули этих моментов сил. Момент силы P и момент силы F должны быть одинаковы. Для того, чтобы было состояние покоя и равновесия. Можем написать так, что момент силы P равен моменту силы F. Так, подставим вместо этого эти значения. Получается P умножить на L равно F умножить на 3L. Здесь можно L сократить сразу. F получается равно P делить на 3. Подставим это значение. F равно 2 ньютона. Делим на 3. Что мы получаем? Получаем 0,667 ньютонов. Практически условие, которое указано, длина самого рычага 60 сантиметров, может казаться для этой задачи избыточным, потому что указано конкретно деление, расположение этого рычага на 1/6 части, а это на 3/6 частей. Если бы вместо этого значения подставили значение действительного рычага, но все равно сократилось бы и так в этом именно выражении. В любом случае F было равно делить на 3.